Итак, в ходе рекламы хотелось бы сегодня сказать о моей деятельности. Я, помимо всего прочего, пишу вот такие небольшие брошюрки. Эти брошюрки, они продаются в моем магазине, который называется Дуйко Маркет, Кайлас Маркет, Дуйко Маркет. Сегодня я бы хотел вас познакомить с моей книгой, которая называется «Нетрадиционные методы лечения человека». Нетрадиционные методы лечения человека, в котором я рассказываю о различных рецептах народной медицины, которые очень эффективно и очень быстро могут помочь человеку улучшить общее состояние. Данные рецепты — это собирательная информация из огромного количества источников. В большинстве своем эти рецепты проверены мной, моей семьей, целителями, которые в большом количестве в свое время принимали людей. Допустим, начнем. Итак, на странице 64. Куриное яйцо лекарь. Сырыми яйцами лечат сердечную астму. Перед приемом пищи съедать сырое яйцо. Это может убрать сердечную недостаточность. В случае, если у вас развивается ишемическая болезнь сердца, кардионевроз, кардиосклероз, то вам необходимо принимать одно сырое яйцо перед каждым приемом пищи. Также хочу вам сказать о перепелиных яйцах. Если каждый день натощак съедать 2 перепелиных или 3 перепелиных яйца и только через 10-15 минут пить водичку, то на протяжении 1-2 месяцев исчезают такие заболевания, как заболевания гастроэнтерологические, то есть не имеет значения какие, будь то гастродуоденальное рефлюксное заболевание, или это ложный круп, или это язвенная болезнь, или это язва двенадцатиперстной кишки. Во всем вам может помочь вот такое яйцо, съеденное натощак. Бронхит. Перед каждым приемом пищи за 40 минут съедайте 2 сырых яйца. Это вылечит бронхит хронический. Гингивит, пародонтоз. Полоскать рот сырым белком куриного яйца. Также я могу сказать, что если полоскать рот сырым куриным белком, связанным с теплой водой, не кипятком, полоскать просто нос и полоскать горло, может убрать ангину, может убрать гайморит, а также почистить миндалины. Воспаление век. Смешать белок сырого яйца с водой и смазывать перед сном глаза. Помогает при гнойных воспалениях. Сырые яйца, выпитые натощак, по 2 на протяжении 2 недель вылечивают гастрит. Смешав белок яйца и сок лимона, принимайте это средство после еды. И это средство убирает из организма камни из почек и камни из желчного пузыря, размягчая и растворяя их, полностью уничтожая. Особенно рекомендую при заболеваниях камней в почках. У меня есть препарат. Данный препарат называется Нефромакс. Я рекомендую использовать 1 таблетку Нефромакс 1 раз в неделю при лечении заболеваний мочекаменная болезнь. 1 таблетка 1 раз в неделю на протяжении 6-7 недель вылечит у вас заболевание, мочекаменное заболевание. Скорлупа куриного яйца. Скорлупа куриного яйца, на мой взгляд, очень эффективное средство от огромного количества заболеваний. Если сделать из нее порошок и принимать по чайной ложке 1 раз в день, то это излечивает церебральный паралич у детей, устраняет парез после перенесенного инсульта, помогает при катаракте и глаукоме. Если давать малышу, смешав соком лимона, то очень быстро излечивает аллергию. Кстати, одно из самых лучших существующих средств от детского диатеза. Можно даже просто так давать без лимонного сока, просто на кончике ножа 2-3 раза в день. Чайная ложка порошка, выпитая в день, лечит от голодных болей желудка, гастритов, плохого запаха изо рта. Если запить вином, то порошок такой останавливает понос. Также если чайную ложку порошка запить сухим вином, это растворяет камни в почках. Сода-целитель, раз сегодня о ней говорили. Я никогда не был сторонником соды и употребления соды, поскольку много моих пациентов очень в свое время пострадали. Сейчас я понимаю, от чего они пострадали. Они пострадали не от употребления соды, они пострадали от своего фанатизма. Не нужно употреблять соду в гигантских количествах. Ее микроскопические дозы помогают не менее хорошо, чем гигантские дозы. Мои же пациенты в свое время, они принимали гигантские дозы. То есть они принимали там столовая ложка
на стакан воды, там, кипятка, и принимали 4-5 раз в день, после чего появлялись там почечная недостаточность, были отравления содой и так далее. Это небезопасно. Максимальное количество соды, которое может употреблять человек на протяжении дня, это 2 чайные ложки. Это 1 столовая ложка 1 раз в день. Большее количество соды может навредить вашему здоровью, и это небезопасно. Почему очень много пишется о том, что сода не помогает, что сода это полная чепуха и так далее? Сами подумайте. Фармакологическая промышленность нацелена на то, чтобы людей вылечить, но вылечить их так, чтобы они заплатили деньги. Кому может понравиться использование копеечного средства с целью помощи человека? Конечно, всячески, всеми путями будут говорить о том, что это не лечит, что это все не нужно и так далее. Я, конечно, не видел ни одного случая, чтобы сода вылечила онкологическое заболевание. Тем не менее, по моему мнению, улучшить общее состояние человеку с использованием соды возможно. При артрите и ревматизме можно заваривать соду на стакан кипятка, засыпать чайную ложку соды, пить пока горячая 2 недели, после чего необходимо делать перерыв в месяц. Данный рецепт давали как лечение артрита, ревматизма. При шпоре на ногах изготовить состав: ряженка полстакана, молотые сухари ржаного хлеба полстакана, пищевая сода 1 столовая ложка. Все смешать, настаивать 3-6 часов на свету, процедить, делать на ночь компресс. При запоре чайная ложка соды на 2 стакана воды, выпивать утром до еды. При ожоге смешать чайную ложку соды с оливковым маслом, накладывать смесь на 10 минут 2 раза в день. Ну и так далее. Сода и полынь. Есть потрясающий рецепт, который убирает совершенно любые высыпания на теле. Для этого необходимо перетереть в порошок полынь и смешать пополам с содой, принимать в сухом виде в виде порошка пол чайной ложки 2 раза в день, и исчезают кожные заболевания. Также сейчас, в это время, в ваших дворах, если у вас есть в собственности своя земля, очень часто вы видите растение, которое называется лилия. Вот это растение лилия не имеет значения какого цвета, собирается цвет, заливается водкой, настаивается 10 дней. Вот таким средством можно полечить любое кожное заболевание. Является уникальным средством, которым можно вылечить псориаз. Обязательно сделайте это средство, берете цветы, измельчаете мелко, заливаете их водкой, после чего настаиваете 2-3 недели, после чего отцеживаете жидкость, которая получается, тампоном смазываете места поражения кожных высыпаний. Также является одним из средств, который может помочь устранить заболевание меланома, базалиома, в случае, если оно только появляется. Также можно использовать при лечении трофических язв. Очень рекомендую, пожалуйста.